Как сделать новогоднее рождественское панно с большим бархатным шаром, точнее полушаром, используя технику кими-коми, показываю в этом видео. Привет, меня зовут Лилия. И что такое кими-коми, я расскажу немного позже. А пока сразу занимаюсь основой. Это пенопластовое полушарие, буду называть его полушаром, диаметром 25 см. Покупала заготовку в Wildberries, и ссылку, точнее артикул на нее, оставлю в описании к этому видео. Сначала в основании нахожу две диаметрально противоположные точки, разделив длину окружности пополам. Одну из точек выбираю верхушкой и ее помечаю крестиком. Расстояние между точками еще раз делю пополам. Теперь между парой противоположных точек на поверхности полушара нахожу середины. И через получившуюся точку центра с помощью сантиметровой ленты провожу сначала одну линию. Это будет линия окружности по горизонтали. Ее делю на 6 равных частей. Теперь провожу линию окружности по вертикали. Для удобства конец ленты закрепляю портновской булавкой. И через точки на горизонтали провожу линии окружности по вертикали, в итоге разделив поверхность на 6 равных частей. С левой стороны делаю точно так. Теперь от линии экватора, буду называть ее так, на вертикалях вверх и вниз откладываю по 4,5 см. А чтобы построение было как можно точнее, на экваторе расстояние между вертикалями делю пополам. Через получившиеся точки провожу линии. На поверхности получился вот такой геометрический рисунок. Внутри ромбов карандашные линии стираю. Острым макетным ножом по линиям делаю прорези. Режу на глубину не меньше 1 см. Прохожу по всем намеченным линиям. И сначала сделаю центральные ромбы. Беру кусок эластичного тонкого бархата и, не отрезая, заправляю его в прорези. Пользуюсь инструментом, который называется кюретка. У меня это инструмент для маникюра. Когда ромб закрыт, ткань обрезаю по краю. А выступающие срезы заправляю внутрь прорезей.
Перехожу на следующий ромб и делаю все то же самое. Хочу обратить внимание, что такая ткань, как бархат, имеет направление ворса. Поэтому на всех одинаковых, повторяющихся элементах направление ворса на ткани делаю в одну сторону. Такую технику кимикоми первоначально по созданию деревянных кукол придумали в Японии в XVIII веке. Куклы делали из дерева, украшали лоскутами ткани, края которых заправляли в прорези, сделанные на поверхности куклы. И такие куклы делают до сих пор, и они являются предметами коллекционирования. Прежде чем делать элементы, которые расположены по краю, на обратную сторону приклеиваю лист плотной бумаги. Пользуюсь клеем титан. Он как раз для таких материалов, как пенопласт. Но для остальных и быстрых соединений я использую термоклей, а чтобы он не плавил пенопласт, закрываю его бумагой. И теперь можно делать элементы по краю. Там, где край, оставляю припуск на ткани шириной примерно 1,5 см. Этот припуск потом наклею на обратную сторону полушара. После того, как сделаны ромбы, таким же способом украшаю верхнюю часть. У меня такой же бархат, но в другом цвете. На крайнем элементе тоже оставила припуск, который также наклеиваю на обратную сторону полушара. Нижнюю часть декорирую бархатом белого цвета. И вот такая поверхность в итоге получилась. По всем линиям прорезей буду прокладывать золотистый шнур, его толщина 2 мм. В помощь будут портновские булавки. Завожу конец шнура в прорезь и довожу до узла. Здесь закрепляю шнур булавкой и разворачиваюсь в следующем направлении. В следующей точке поворота также закрепляю булавку. Булавки использую во всех точках поворота шнура. В местах, где шнур нужно обрезать, сначала завожу его в прорезь и только потом обрезаю, оставляя кончик примерно 3-4 см, который тоже потом прячу в прорезь. Затем продолжаю укладывать шнур над всеми линиями. В итоге получается вот так. Золотистые гвоздики закрепляю во всех узлах рисунка. Такие гвоздики я покупала в строительном магазине, поэтому ссылки на них, к сожалению, не будет. В итоге получился вот такой рисунок. Техникой кимикоми можно декорировать елочные шары разного размера, используя не только бархат, но и обычные ткани с нужными вам рисунком, цветом.
Из гофрокартона делаю подложку, которая не только прикроет задник полушара, но и станет основанием для расположения всех декоративных элементов. Уменьшаю размер, отступая внутрь контура примерно на 7 мм, а сверху добавляю небольшую площадку. С обратной стороны сразу делаю подвес из веревочки и 2 картонных кружков. Полушар наклеиваю на получившееся картонное основание. Место, где будут крепиться декоративные элементы, немного приподниму с помощью кусочка пеноплекса 2-сантиметровой толщины. Вырезаю его по форме выступающей части основания и обклеиваю тканью. На такой рыхлой структуре, которую имеет ткань, термоклей обладает лучшими склеивающими свойствами. К тому же пеноплекс плавится от соприкосновения с горячим клеем. И теперь основа готова для того, чтобы украсить мой полушар кимикоми новогодней композицией. В качестве центрального элемента будет вот такой бархатный цветок. Как делала такие цветы, я показывала вот в этом ролике. Ссылку на него вы найдете в описании под этим видео. Кроме этого, мне понадобятся хвойные веточки 2 видов. Вот такие золотистые ветки, которые покупала в прошлом году Fix Price. Ягоды 2 видов и цветов, а также разные елочные шары и игрушки. Ссылки и артикулы на материалы ищите в описании под этим видео. Все элементы в этой работе приклеиваю на термоклей. Вот так в итоге получилось. Еще хочу добавить в работу длинную золотистую кисть, которую делаю из тесьмы с бахромой. Длина этой бахромы 20 сантиметров. За основу беру маленький елочный шарик, который обматываю тесьмой. Делаю столько витков, сколько нужно для того, чтобы мне понравился объем кисточки. Закрепляю кисть сначала на небольшое колечко, а потом на вот такой металлический гвоздик с маленьким колечком на конце. Он называется пин. Такой можно сделать самому из кусочка проволоки. И закрепляю кисточку внизу полушара. Давно у меня было желание сделать такой новогодний шар в технике кимикоми, но саму идею я немного изменила и доработала на свой вкус.
Надеюсь, вам понравилась моя идея сделать такое новогоднее, рождественское панно, используя японскую технику кимикоми. Буду рада вашим комментариям. Я их все читаю и стараюсь по возможности на них отвечать. А ваши комментарии и лайки очень помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.